Всем добрый вечер. Да, у нас еще пока не ночь. Я решила снять еще один видеоролик по вашим голосовым, потому что копится это долгое время. Вот. Потом иногда голосовые не открываются, приходится по второму разу просить отправлять. Бывает, что очень занятый, могу несколько дней не заходить, а там, по-моему, если 5 дней не слушаешь, то потом не открывается. Итак, некоторые я прочитаю, остальные я буду включать. Здравствуйте, уважаемая Инга и жители Ведьминой избы. Хочу рассказать вам о чуде, который сотворил этот очередной ваш шедевриальный ритуал. Вот показываю вот это вот. Водосвете и водокрес. И ритуал, который я дала провести с водой. Давайте вот так сделаем. Мой брат 38 лет мучился проблемами по урологии, камни в почках, переходящие в мочевой канал, мучения, боли, рези. Врачи, сейчас чуть побольше, врачи, сдача анализов, долгие лечения, все было бесполезно. Приняли решение оперироваться, так как камни никак не хотели выходить. И вот он провел 22.01 этот ваш чудодейственный ритуал. А вчера вечером один камень выскочил. Пусть еще раз делает, и второй выйдет. Уже вчера ему стало гораздо легче. Сегодня он чувствует себя полноценным мужчиной без болей и мужских проблем. Это чудеса, люди, чудеса. Уважаемая Инга, благодарность мою вам не передать, не описать словами. Хочется вас обнять, целовать и рыдать от счастья. Вашему брату здоровья. Мы все желаем вместе долгой жизни. Пусть у него все будет хорошо. И хочу вам сказать, что еще он может провести. Вы можете начитать, помочь мужу, брату, сыну Вуду, прочитать для него несколько раз, чтобы у него легче это прошло. И пусть он несколько раз проведет, и еще один раз чистка, сейчас смыв негатива, кажется, я так назвала, когда нужно под душем читать, когда вода смывает. И это все в комплексе, вместе очень сильно поможет. И еще очень сильно помогает от болезней, от таких проблем, от хронических, вот от почечных болезней и прочее. Параскева пятница. Это нужно в пятницу только провести. Что еще? Восстановить здоровье, исцелить кровь может помочь. Вот, собственно говоря. И все вместе, ну, если, конечно, все равно второй камень будет мешаться, естественно, надо к врачу. Но если получится вывести это в течение 2 недель, то, естественно, это замечательно. Это просто не тот случай, который смертельный, знаете, страшный. То есть можно попробовать, потому как эта болезнь, она мучает, мучительно. Естественно, чтобы избавиться, приходится прибегнуть к хирургическому вмешательству. Но если возможно перетерпеть, переждать и провести, и этот камень выйдет, то, естественно, лучше сделать таким образом. Я рада, что мои работы вам помогают. Естественно, мне очень приятно. Даже не представляете, как мне приятно, когда я понимаю, что все, что я отдаю миру, и столько трудов, и эти бессонные ночи, усталость, что это все не просто так и не бесполезно. Хочу вам сказать слова Элеоноры Рузвельт. Тот, кто излучает свет, должен привыкнуть к горению. Знаете такое выражение? И вот это настолько мудрое выражение, вот вдумайтесь. Ты хочешь излучать свет, то есть свет – это тепло, это помощь, да, это знание, это показать дорогу людям. Ну, привыкай к горению, потому что как ты можешь светить, если ты не горишь? А горение – это потеря своего здоровья, своей жизни.
своего личного, то, что ты могла, но отдала себя людям в служение, понимаете? Это обиды, это боль пройденная, это нанесенные раны, это предательство, это воровство твоих трудов, которые тебе приходится доказывать. Это неблагодарность людей. Знаете, сколько раз бывало, когда мне скидывают, например, и так обидно и больно становится. Человек пишет, например, в форуме, где там про меня там какую-то грязь льют. Таких форумов много было, приходили, уходили. Она мне помогла, она открыла мне глаза, она мне столько дала в жизни. Ну, я, конечно, да, понимаю, там она грубая и все прочее, и пришла там влить дерьмо. Она мне помогла, никто так мне не помог в жизни, как она сделала. Ну, разные случаи. Она увидела всю мою судьбу, она подсказала, помогла, ее ритуал меня спас. Я смогла вытащить своего сына из тюрьмы благодаря ее ритуалу. И написав такое, люди все равно, знаете, им хватает совести сидеть в форуме, где меня обсуждают, писать обо мне какую-то гадость. И ты, когда это все читаешь, очень больно становится. И вот в такие моменты, я вам скажу, ну, я уже привыкла, конечно, не так, как раньше. Сейчас уже я понимаю, что большинство людей потребители эгоистичные, и я как-то не обижаюсь. Я вам говорила и повторяюсь, я помогаю хорошим людям. Им и так некому помочь. И я поняла, почему всегда подонки, знаете, берут вверх в истории человечества чаще всего. У них нет совести. Они руководствуются тем, что победа любой ценой. Они и на подлость готовы, на все что угодно. И они могут взять верх над благородными, потому что у них нет благородства. Они могут из-под тишка бить. Человек благородный, он считает ниже своего достоинства, что это, ну, мне не пристало вот так воевать подло, грязно. А подлый человек воюет грязно и побеждает грязно. Понимаете? И всегда, когда мы приходим в этот мир помочь человечеству, любой из нас, неважно кто, врач, ведьма, там, философ, художник, кто угодно, кто приходит, чтобы помочь человечеству, дать что-то полезное, их гнобят вот эти подлые толпы. И человек ломается и уходит, не думая о том, что остальные, те, кто на тебя надеялся, а им как быть. И поэтому я себе поставила цель. Сильный человек не имеет права быть слабым. Ты должен все выдержать, пройти, потому что ты нужна тем людям, которые в тебя поверили. Вот и все. Но поверьте мне, очень омерзительно. Вот поставьте на секунду себя на мое место. Вот вы помогли человеку, не знаю, спасли буквально, спасли от тюрьмы, спасли от голода, дали денег, закрыть долги, чтобы из дома не выгнали, да, вот такие вот судьбоносные моменты. И проходя мимо, вы слышите сплетню о себе, вот стоят, сплетничают, и говорит этот человек: да, она мне помогла, она сделала то, но она нехорошая. Да, вы правильно говорите, она плохая. Вы что в этот момент почувствуете? Вы захотите еще раз кому-либо помочь? Я думаю, нет. А я обязана это делать, потому что я, ну, не имею права оставлять людей, которые в меня верят из-за каких-то подлых тварей. И вот я просто захотела вам эту цитату как бы привести, чтобы вы просто знали, что если вы делаете доброе дело, будьте готовы, что вы будете гореть при всем этом. Гореть от боли, от обиды, от всего. И привыкните к этому горению. Вот вдумайтесь, она же не зря была мудрая женщина. Тот, кто излучает свет, должен привыкнуть к горению. Вот так. Вот я и работаю для таких людей, для людей благодарных, для людей, которые знают цену моим трудам, которые понимают, насколько им повезло, что они начали это проводить, и совершенно иная у них жизнь, и у их детей в том числе. Теперь давайте прослушаем. Сейчас еще посмотрю, до какого мы с вами слушали. Да, давайте включаем. Надеюсь, что не повторится. Навряд ли. Я вроде бы отметила те, которые мы уже слушали. Начнем. Здравствуйте, Инга.
Этим голосовым сообщением я хочу выразить вам благодарность за ваши ритуалы и заговоры, которыми я пользовалась, чтобы помочь и защитить сына. Я прошу прощения за мой голос, потому что я простыла, и заложен нос и горло. Но я не могла откладывать это сообщение, потому что хочется поделиться радостью и сказать вам огромную благодарность за поддержку. Хотя и мы не были с вами как знакомы, что я не обращалась к вам напрямую, но ваши заговоры и ваши ритуалы помогли мне жить спокойно эти месяцы, эти полгода и ждать сына. А также я хочу, чтобы это сообщение вы выставили, и чтобы люди, которые пользуются вашими работами, хотя бы сказали просто слово «спасибо», а не быть неблагодарными личностями. По-моему, это слушали, но послушаем еще раз. Просто точно не помню. Может быть, с половиной слушали, или просто я нажала и остановила на этом. Но послушаем мы до конца. Ведь для этого не надо много времени, а просто взять телефон, нажать кнопочку и сказать спасибо большое. Если уж не можете вы материально как-то отблагодарить, не у всех это есть возможность. И Инга никогда ни у кого не просила за это деньги. Ой, извините за такое долгое вступление, но на эмоциях все это. Знакомство с вашим каналом произошло с некоторыми весенними событиями в нашей стране. Сын по контракту попал в определенные события, которых не все знают. Мы, конечно, знали, что это произойдет, но одно дело знать в теории, а другое дело, когда по факту. Жизнь, конечно, для меня остановилась, как и для любой матери, которая знает, что жизнь ребенка может оборваться в любую минуту. Да, мы это слушали. Но послушаем еще раз. Я посоветовала женщинам действовать. Не сидеть и не переживать и плакать, а действовать. Чтобы ваше действие стало энергией и помогало вашим детям. Потому что боль, страх приводит к оцепенению. Знаете, в природе, я вам уже говорила, почему звери умирают, хотя могут сражаться, и они намного сильнее своего соперника. Страх парализует, страх, и все. Вот парализует. От страха человек умирает быстрее, чем на самом деле от этой беды. Я вам рассказала историю нашего соседского деда. Смотрите, вот предыдущие там люди говорят, недавно я сняла. Оцепенения не должно быть. Вы должны действовать. Жизнь идет, все продолжается, все живут так же, все как обычно, но есть одно но, что надо отдать ему свою энергию, чтобы он вернулся живым. То есть энергию просить силы. Пока вы не попросите, силы не вмешаются. Вмешаются те силы, которые не особо-то хотят помочь. 2 недели с сыном не было связи. Мы не знали, где он, что с ним. Поэтому, как любой человек, я в том числе начала пользоваться интернетом и хотела знать, когда закончатся эти события. Естественно, наталкивалась на астрологов, на тарологов, и прочий народ, который сейчас у нас сидит в интернете и предсказывает. Натолкнулась я и на Ингин канал, конкретно на комментарии людей, что Инга честный человек, помогает видеть судьбы людей. Я, естественно, тоже решила воспользоваться, как говорится, услугами Инги. Услуг нет. Я не ознакомилась на тот случай, на тот момент. Я вообще не знала про Ингу и не знала, как с ней обращаться. Единственное, что хватило ума зайти в сообщество и узнать номер телефона. И Давайте перемотаем, мы это уже слушали, перемотаем на конец, потому что, может быть, кому интересно, как это все. Естественно, Инга меня заблокировала, потому что... Как это все завершилось, потому что мы уже это слушали, естественно, предыдущий ролик. Не все ритуалы я могла применить, потому что не все у меня атрибуты были для ритуала, потому что сын уже давно
без меня. Но фотография есть, некоторые вещи. И огромная благодарность Инге еще отдельно за то, что она очень много дает нам ритуалов, заговоров, которые можно применить, которые можно выбрать для себя, которые подойдут. Да. Спасибо вам огромное за эти работы, за ваш труд, за ваши бессонные ночи, что вы делаете для нас. Ритуалы все разложены по полочкам. Я просто не понимаю, как люди могут переспрашивать какие-то элементарные вещи. Просто сядь, посиди, почитай, вникни и делай. Я каждый день читала, почти полгода. Слова оберега от шальной пули, спасительный свиток, чтобы душу не забрали, заклинать пулю, заклинать пулю. Обращалась по костному духу. Читала слова заговора защита матери для сына, это обращение Барибакт. Запишите те, у кого сыновья там. Вот какие нужно делать. Их много, но если вдруг вы ищете, не можете найти, вот для этого я и снимаю ролик, чтобы вы записали у себя, если у вас такая же ситуация. Защита матери, защита материнская. Самое главное, я верила и доверяла сыну, и доверяю силам, к которым я обращаюсь. Сын вернулся в начале месяца в Россию. Пока он не дома. Надо оформить документы, правильно все. Но главное, что он жив. Огромная благодарность вам, Инга и Яна, о которой я не обращалась к некоторым вопросам за разъяснением. Я всегда объясняла, никогда не оставляла без внимания, без ответа. И она всегда объясняет, не оставлять без ответа. Она очень вежливая. Я могу быть грубой, а она так никогда не делает, если к ней нормальное человеческое отношение. Понимаете? Я могу быть раздраженной, уставшей от глупых вопросов, и у меня может кто-то попасть под горячую руку. Такое может быть. Я уже давно не та добрая, хорошая Анюта. Я уже давно жесткая Инга, и привыкните к этому. И я уже сама привыкла к себе самой. И помните, что через таких людей, как я, говорят силы. И не всегда мы подвластны самим себе. Вы же видите на моих фотографиях, я везде разные, как совершенно разные люди. Вот так бывает, да. Та сущность, которая внутри ведьмы, отражается на лице. Мы мост, понимаете, мы через нас они приходят. Наше тело это, как вам сказать, как окно, через которое они смотрят в наш мир. Мы совершенно себе не принадлежим, поэтому надо понимать и относиться к этому с пониманием, если хотите этой помощи. Если нет, это ваше право. Идите там, где вас со всех сторон оближут и обманут. И за историю человечества вы не найдете ни одного провидца, ни одной ведьмы, ни одного колдуна и знахаря, который был очень мягкий характером, очень любезный, очень добренький. Нет. Если у человека не будет жесткости, он с этими силами работать не сможет. Никогда. Начнем. Уважаемая Инга, буду очень кратко. Меня зовут Елена, учитель моего сына. В мае месяце должны были забрать сына на военную спецоперацию. Она обратилась именно ко мне с просьбой о том, быть может, я знаю очень-очень хорошую ведьму, которая может ей помочь. Я дала ей ваш канал. У нас оставалось ровно 5 дней до того момента, как его должны были призвать. Через 5 дней ему пришел ответ, что в нем пока, в нем пока что не нуждаются. Хочу вам сказать, что многие, кто проводит, их либо возвращают домой, либо говорят, что пока не нуждаются. Но те, которые уже там находятся, конечно, они возвращаются живыми. Хочу вам объяснить, что, понимаете, есть по-разному. Например, иногда бывает, что бездарный военкомат, не особо интересуясь, нужно ли столько количества, не нужно, просто всех подряд записывает. И то, что возвращают, это не в плохом смысле надо рассматривать. Иногда нет нужды в таком количестве людей. Это в древние времена много народу, значит, победа будет за нами. А сейчас век совершенно других технологий. Иногда много людей легче убрать одним махом, чем несколько человек. Вы это знаете, уже понимаете, о чем я говорю. Не всегда хорошо, когда очень много людей. Сейчас все управляется, сидя в кабине, нажимая на кнопки, понимаете? Те же самые игрушки, только они смертоносные, в отличие от детских, этих летающих объектов. Они приносят смерть на крыльях. Вот. И поэтому, когда
вот эта вот толпа людей, значительно легче убрать огромное количество людей. То есть вывести из строя. И если действительно это было бы не нужно, ну, то есть если это действительно не нужно, то силы слышат вас и делают так, что их возвращают просто. Потому как нет нужды просто так столько народу туда забирать, чтобы они просто стояли. Пока нет такой нужды. Надеюсь, не будет. Если до сих пор в самое горячее время не было такой нужды, то и дальше не будет. Слушаем дальше. Без объяснения причины. Вместо него отправили другую бригаду. Мальчики, 9 человек. К сожалению, они все погибли. Еще объясню. Сейчас будут вопросы. А что, вот это лучше, чем те? Почему те ушли, погибли тогда, получается, а эти остались живы? Сейчас объясню, почему. Достали эти звонки из всяких фирм дебильных. Если мне надо, я сама позвоню. Это навязчивая вот эта вот реклама уже вот здесь. Так, на вопрос, почему те ушли и погибли, а эти остались. Кто-то чем-то лучше? Нет. Нет лучших и худших людей в данной ситуации. В данной ситуации перед смертью все равны, и хотелось бы, чтобы все были живые. Но я вам объясняю, друзья мои, какому Богу ты молишься, такая у тебя и жизнь. У них наверняка родители ходят в церковь, ставят свечу боженьке. Боженьке их жизнь не нужна жизнь их детей. Боженька их забирает. Забирает, причиняя боль родителям всю свою жизнь. Боженька будет получать свой гавах, свою долю их страданий и насыщаться. А здесь обратились к древним богам. А древние боги, наши отцы и деды, называли они нас сыновьями и детьми своими. Ты своему ребенку не хочешь зла. А раб, он погибнет или живой останется тебе параллельно. Согласитесь, вы едете в такси, если, не дай боги, что-нибудь случится, таксист погибнет, вы его очень сильно пожалеете. Вам будет очень больно за того, что человек погиб, умер, отец семьи. Понятное дело, живой человек. Но вы не будете всю жизнь горевать, бить себя по голове. Просто вам будет больно, да? Будете вспоминать с жалостью о том, что человек вот так погиб. Жалко человек, естественно. Посочувствуйте, может, семье поможете. Но одно дело, когда таксист рядом сидит, другое дело, когда ваш родной человек. А родного человека вы никогда не забудете. Всю свою жизнь будете о нем плакать. Понимаете разницу? Что боженьки по одному месту. Погибнет ваш сын, живой вернется. Ему все равно, точнее, не все равно, ему надо, чтобы он погиб. Чтобы он собрал свой гавах. Смотрите мою лекцию «Гавах», чтобы вы поняли, о чем речь. И когда они идут, просят у него, то есть я вам говорила, они дают волю силам, богам, позволяют вмешиваться в их жизнь. Вот человек пошел, начитал заговор, он позволил древним силам вмешаться в его жизнь и помочь. Человек пошел, почитал молитву в церкви, он позволил этой силе, она тоже древняя, но она злая. Позволил вмешаться в его жизнь. Вот он как хочет, так и сделает. Хочешь попросить? Закон Вселенной. Боги так создали человека свободным. Пока ты не попросишь, не вмешаются. Они дали нам, помощники, уже говорила, духов, различных духов, и стражников, и домашних духов, и дворовых, и так далее, чтобы помогли. Но по серьезным вопросам, по жизненным, мы должны обратиться к ним. Обращаемся, помогают. Не обращаемся, не вмешиваются. Вот то же самое здесь. Кто-то лучше или хуже, что тот погиб, а этот остался. Нет. Просто эти обратились к тем богам, для которых жизнь их сыновей очень много стоит, и они не дали им погибнуть. А те родители обратились к тому Богу, для которого жизнь их сыновей ничего не стоит. И он готов их приносить в жертву. Вот и все. Выбирая Бога, мы выбираем судьбу. Понимаете? У него эгрегор мученичества и нищебродства, здесь эгрегор силы, славы, воли и богатства. Вот и вся разница.
Туда идут люди, либо не понимающие, что это за религия, до конца не осознающие, либо люди, которым удобно прикрываться боженькой, вот так Бог захотел. То есть малодушные и трусливые люди, которым легче свалить на боженьку, чтобы не нести ответственность за свою жизнь. Они не хотят ничего делать. Им так лучше. Вот я живу с этим алкашом, боженька так хочет, надо терпеть. Очень удобно, правда? Для малодушного, трусливого человека это удобно. А сильный человек говорит: я не хочу посвящать свою жизнь алкашу. Почему я должна жить с ним? Почему мои дети должны эту тварь видеть каждый день? Не хочу я твоего боженьку, иди терпи сам. И уходит. И берет ответственность за себя и своих детей в свои руки. Это воинственный человек. Он считает своими богами, своими отцами, матерями богов своих предков. Или древних богов, даже не обязательно предков, древних богов. А древние боги своих детей называли детьми, сыновьями. Ты своему ребенку оставишь наследство? Да. А рабу оставишь? Ну, работнику, ладно, пусть не раб, работнику своему оставишь? Нет. Работнику дашь столько денег, столько, сколько надо, чтобы, смотря какой ты работодатель. А можешь и не дать, если ты человек подлый, можешь и этого не дать. То есть разницу чувств, как они нас называют, так они к нам относятся. Почему логика человечества, она умерла просто. Вот логика. Раб Божий, раб ты раб. И ему все равно, раб умер или живой. Сын Божий, дитя богов, внук Божий. Ему важно, ты жив или нет, ты же его дитя. Он хочет, чтобы ты жил долго, оставил после себя наследников, большой сильный род и ушел в старости, насытившись этой жизнью. Понимаете разницу? Вот поэтому никогда не говорят, почему эти что, лучше, чтобы они остались? Нет, они не лучше и не хуже. Но они знают, к кому обращаться, а те обращаются к тем, к кому сами обратились. И теперь смотрите, вот я вам приводила тысячи примеров. Заговор читает человек, пупочная грыжа исчезла. Хоть ты обмолись каждый день, не исчезнет. Заговор начитали, сын вернулся живым. Крест отдали, пошли в церковь, каждый день службу служат, свечи ставят, погиб. Рядом с его фотографией его крест, иконы. Так зачем после смерти тоже привязывать его душу к этой силе, которая ему не помогла? Объясните мне логику. Вы идете, отпеваете своего сына в той церкви, в которой вы просили его жизнь и не получили. Но вы, получив его тело, отпеваете в той же церкви. Но там же вы просили, чтобы он жил. Зачем вы снова идете туда? Они заслуживают, чтобы вы еще и душу отдали этому эгрегору. Нет логики. Знаете почему? Потому что люди сами не знают, во что верят. Редко кто читал Библию, а кто прочитал, волосы стали дыбом на всех местах. Просто дыбом. Там, где подлость, там, где гниль, грязь, трусость возвышается, потому что это сделал Божий человек. И угнетается доблесть. Там, где Давид жестокий, который насиловал жен своих врагов перед всей армией, считается героем и возносится. И Саул, который отказался убить женщин и детей врагов, считается плохим. Ну вот и все. О чем мы разговариваем? Там сплошное просто вот это вот смотришь, это ужас какой-то там. И все под благочестивым видом. Это же ничего тут такого. Ну, дочери Лофта легли с отцом, его напоили, и каждый из них поимел по сыну, потому что там не было мужчины. И они сказали, нам же нужны дети, что делать? Давай отца споим и ляжем с ним. И давай. И они споили его, легли. Красота. Родили детей. Ничего. А что им было делать бедным? Там же мужиков не было. И прочее, и прочее. Пойдемте далее. Это на вопрос, кто лучше, кто хуже. Не лучше и хуже они.
Мне хотелось бы, чтобы они все вернулись живыми. Вот поэтому я все время говорю, пожалуйста, сходите в свои церкви, носите свои миллионы только после. Сейчас, пока ваш сын там, я вас прошу и заклинаю, попросите у древних богов, они живыми вернутся. Мне ничего не надо, я же не продаю вам эти заговоры. Они бесплатные, я же знать не знаю, кто прочитал, кто нет. Я же не говорю, дайте мне чего-нибудь, чтобы вот сказали, тебе выгодно, поэтому ты говоришь. Нет, я дарю вам эти заговоры. Будьте там, я не знаю, веруйте, каждый день ходите в эту церковь, потом хоть спите в этой церкви. Но сейчас, пока ваш сын там, я вас прошу, просите у этих сил, они его сберегут и вернут здоровым. А ваш боженька нет, нет, еще раз нет. И если кто-то вернулся, это просто совпадение. Вот просто так вопреки получилось, повезло ему. Но не потому, что его там сохранила эта сила. Давайте слушать еще. Его отправили через 2 недели. Все лето, 3 месяца. Он был там, бригада его была 12 человек. Инга, уважаемая, 3 сентября эти ребята вернулись живыми домой. Правда, 2 из них лишились рук, 1 лишился ноги. Но все они живы, все представлены государственной награде. Хочу вам сказать еще. Вот видите, живые вернулись. Вот если бы родители тех ребят читали, у них и ноги, и руки бы были целы. Вот удивительный феномен. Люди, которые читают на своего ребенка, на своего сына там, уже не раз мне писали. Вы знаете, что удивительно, они все остаются в живых. То есть вот один человек есть, он под оберегом этих сил, и других они охраняют. Ради него, рядом находящихся. Понимаете? Вот уже не первый раз, да. Бывает, что с увечьями возвращаются, но возвращаются. Потому что если бы они читали, родители, оберег своим детям, у них и этого бы не было. Они вообще бы целые вернулись домой. Но уже не первый раз я слышу, что они удивляются. Один даже сказал своему другу, говорит, что ты там носишь, что за оберег у тебя, что за талисман? Мне тоже сделай или скажи. И он им сказал, он им дал этот заговор, и он начал их спасать. Знаете, как говорят, на войне неверующих не бывает. В этот момент веришь все равно в определенную силу, потому что так надо, иначе ты сойдешь с ума, понимаешь, что каждую минуту тебя может не стать. Люди спасают друг друга этими оберегами. Я даже сказала, что зашивайте их без их знания, без их ведома. Зашивайте в эти одежды, когда отправляете помощь. Начитайте и отправьте, чтобы они живые вернулись. Родители не хотят понимать, хоть мы будем их спасать. Пусть они думают, что их боженька спас. Пускай без разницы, нам же не это важно. Нам важно, чтобы они живые вернулись. И сейчас кто-нибудь скажет, что если все будут читать, никто там из наших не погибнет. Поверьте мне, вот не погибнут. Верите? Нет, ни один не погибнет. Все вернутся. На удивление всему миру. Потому что мы уже не первый раз эти чудеса наблюдаем. Пора бы уже привыкнуть. Это не моя заслуга. Через меня это передают вам. Просто через меня передать, потому что знают, что я день и ночь буду это... Потому что у меня характер такой, потому что я спокойно не смогу спать, пока не подарю, не дам это все, чтобы мне потом было спокойно, понимаете? Пойти туда, это быть лишним грузом, еще и меня должны спасать. Какой толк от меня? Я не военный человек, в этом искусстве ничего не понимаю. Но я делаю то, что я могу. Бейся, где стоишь. Вот ты можешь шить вещи, шьешь, ты можешь свечи делать, делай, ты можешь помочь заговорами, помоги каждый тем, чем может. Вот это и есть общая война. Понимаете? Все вместе к этой победе идут. Вы думаете, 40-е было по-другому? Нет. Просто там комфорта было меньше. Там возле заводов люди в обмороке падали, и есть было мало, и все такое. На сей раз не дали, чтобы она пришла в нашу страну. Остановили. Поэтому мы сидим, поэтому у некоторых языки вот такенные. Зачем нам это надо? На нас никто не нападал. Надо было ждать, пока нападут. И даже признание западных политиков о том, что мы все равно рано или поздно мы тянули время, и этого бы случилось, даже это ваши глаза слепые не открывают. Что просто сделали все, чтобы она была вне страны, чтобы над нами бомбы не летели.
Наверное, хотели, чтобы летели. Наверное, им так приятнее, когда летают, и когда твой дом просто вдребезги, и ты остаешься в воздухе. Вот так тогда, наверное, лучше. Опять это мяуканье кота. Даже не кота, а котенка. Вы слышали? Да что ж такое? Вот уже который раз это мяуканье за кадром. У нас коты там вообще закрыты. Они не выходят оттуда, они через ту дверь выходят, потому что здесь Зена на кухне находится. И даже если бы он был здесь, это котенок мяукает. Но его здесь нету, потому что они внизу спят все. Уже который раз вы слышите опять мяу? Может, еще будет. Не знаю. И самое удивительное, что у нас коты не мяукают. Кися вообще не мяукает. Вообще, она просто вот так вот шкребет, и мы понимаем, что хочет на улицу. А Рыжик вообще там мя, мя. То есть у него даже нету мяву, я ни разу не слышала. А тут голос котенка, уже который мя. Ну хорошо, мы поняли, что кто-то есть. Но вообще мяукает домовой. Когда мяукает домовой, это к денежному удовольствию или к подарку. Я просто уже, это по себе знаю, да и слышала. Вот как мяукает, кот же приносит в дом как бы уют, это значит, что-то там такое хорошее ожидается. Это к хорошим новостям. Мур, мяу. Домовые всегда мяукают к хорошим вестям. Ну ладно, мяукай еще раз. Вот в тот день, позавчера мы снимали тоже мяуканье, потом вот эти вот подарки пришли, все такое. И сейчас мяукнул. Ладно, разрешаю, мяукай. Так, слушаем. Мать, простите, я волнуюсь очень. Мать, значит, делала ритуалы «Великая защита матери» и все защиты для матерей, которые выдавали. Я на тот момент сделала ритуал «Сладить дело на 2 зари». На тот момент у меня было единственное желание, чтобы этот мальчик вернулся домой живой. Он вернулся. И следующая ситуация произошла буквально на днях. Вот это событие город Изюм, когда сдали наши ребята. Вы знаете наверняка. Вот. У нас есть товарищ семьи. К слову, это очень важно. Он ортодоксальный мусульманин, вдобавок зикрист. Его племянник был сейчас на Украине. Вот конкретно в той ситуации, когда захватили украинцы город Изюм, когда наши ребята сдали его. Не Когда сдали, а муж пришел пришлось. домой, сказал, что Пришлось из-за бездарного командования. Но это старый СМС, мне кажется, там месяц где-то прошел. Кстати, пользуясь случаем, те, чьи не озвучили голосовые, которые давно отправили, отправьте еще раз Яне. Она скинет сюда, потому что, скорее всего, она кидала на форум, и у меня не открылось, и я не смогла включить. Если вы хотите, чтобы они были озвучены, и вы не слышали свои голосовые, можете вторично отправить ей, и она снова отправит на форум. Просто скажите, что отправляю вторично, потому что еще не слышали, быть может, он потерялся. Так, слушаем дальше. ты знаешь, у Ахмеда племянник не выходит, простите, Инга, я говорю уже своими словами, не выходит на связь 2 недели. Они попали в котлован, в окружение 70 человек ребят. Ахмед говорит вообще там, в общем, без жизненных сил. 2 недели он не отвечает, от него, наверное, его убьют. Я этого мальчика тоже, конечно же, даже и не знала. В тот день я, правда, была без сил. Я не смогла даже сделать вот никакой ритуал. Очень уставшая была. Единственное, что я смогла сделать, это подойти к алтарю. Я, честно, очень заплакала, представив это все. И своими словами попросила: великие, пожалуйста, и сотворите чудо. Пусть все эти мальчики выйдут.
живыми из, из, этой, из этого окружения. Инга, когда мы утром проснулись, раздался звонок от Ахмеда, который сказал, что они вышли на связь, и они вышли из этого окружения. 70 человек, Инга, уважаемая, остались живые. Вот так вот. Вот такие дела. Силы нас. Благодаря вам, то, что, просто благодаря вам, Инга, силы слышат нас даже порой в каких-то экстренных ситуациях, без заговоров, без ритуалов. Вот просто слышат нашу мольбу. Я хочу откупиться перед вами за эти, за эти свои желания, за свои просьбы. Правда, я не знаю, откупится ли эта мать. Конечно же, Ахмед этот, он и не знает, что о его племяннике просили. Он, конечно же, сказал, что это помог Аллах, но мы, Инга, знаем на самом деле, кто помог. Помогли, конечно же, великие, и помогли вы, Инга. Я вам очень-очень-очень благодарна. Я откупаюсь. Вот, я надеюсь, что вам все понравится. Я просто вам очень благодарна. Простите меня за то, что вот сикость-накость говорю. Я просто очень волнуюсь, правда. Спасибо вам. Просто большое человеческое вам спасибо. Я вам скажу, почему они вас услышали даже без заговора. Когда человек долгое время проводит ритуалы, когда человек долгое время просит, обращается, то у него усиливается связь с миром духов. И потом ему просто стоит попросить, и они откликаются и помогают даже без заговоров и без ритуалов. То есть быстро помогают. Конечно, не стоит пренебрегать заговорами, потому что в них есть слова-ключи, в них есть призывы сил, которые помогали тысячелетиями людям. Поэтому к этому надо серьезно относиться. Но вот в таких, да, экстренных случаях, когда просто не знаешь, что сделать и каким образом, и если у тебя связь уже сильна с ними, они тебя знают и знают, что ты их уважаешь и почитаешь, иногда бывает, что стоит просто вот такой тяжелый момент обратиться, когда уже сил нет ничего даже читать, и они слышат и приходят на помощь. Даже для других людей, которые как бы к вам не имеют отношения. Конечно же, я очень рада, что эти ребята спаслись. Пусть думают, кто там их спас, мне без разницы на самом деле. Я это делаю не ради славы и не ради того, чтобы вот прям на каждом углу об этом говорили. Нет, я это делаю, потому что я чувствую, что я обязана, я чувствую, что я должна помочь, как я смогу помочь. Вот я так могу помочь, я этим помогаю. Правда, там Яна отправляет свечи, много чего еще, сейчас это не важно. В материальном плане имею в виду. Но вот когда все это закончится, моя совесть будет чиста. Что я тоже в этом участвовала, я тоже помогала, и я тоже внесла какую-то свою лепту в это все общее дело. И мне будет легче жить. Если даже люди это не увидят, это видят в мире духов. И мне это сочтется, как и всем, кто переживал, просил, делал, действовал и помогал. Вот. Что сказать, друзья мои? Наверное, на этой ноте завершим. Просите, обращайтесь к ним, они вам помогут. И запомните, все самое ценное, настоящее, нужное, правильное дается даром. Так даром давались
знания Сократа, Аристотеля, даром давались знания Нострадамуса. Он говорил, он же плату не брал за то, что говорил, что будет с миром. То есть вот касаемо вас лично, вам что-то нужно для себя, что-то там попросить сделать, это да, по обращению, и за это плата существует. Но именно того, что касается, как руководствоваться, как жить, как спастись и что делать, все это дается даром. Просто в наше время многие превратили, знаете, богов и их учения в коммерцию. То есть они продают эту силу, как им кажется, и через это получают блага, но недолго. Недолго. Желаю всем удачи, всех благ, и все пусть вернутся живыми, здоровыми, а я буду делать и делала, и делаю все возможное, чтобы помочь вам вернуть их живыми домой. Вам остается только читать, просить, проводить. Это несложно, там не нужно покупать какие-то дорогие вещи, знаете, редкие какие-то атрибуты. Все доступно и объяснено настолько, что достаточно просто хотеть, и вы можете это все провести, делать. И через вас они защитятся и вернутся домой. Всем удачи и всех благ.